привет! Добро пожаловать на наш канал «Готовим со вкусом». Меня зовут Татьяна, и я хочу поделиться с вами, как я делаю заготовку еды на неделю, экономя время и деньги. Желаю вам приятного просмотра. Подробный состав блюд будет в описании под видео. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы узнать о новых рецептах. Сначала я составила меню на неделю вперед, и в зависимости от этого меню я купила вот такие вот продукты. Я постаралась, чтобы меню было разнообразным. У нас получается 10 блюд. Итак, начнем с мяса. Мясо я взяла для метитеев и для фаршировки. Взяла часть почеревочек с жирком. Вот это вот лопаточка. И взяла говядину 600 грамм. Всего у нас получилось 2 килограмма мяса. Это на фарш. Будем крутить на фарш и фаршировать перцы и делать метитеи. Вот филе куриное. Будем делать огурчики по-тираспольски. Также яички. Блинчики я уже испекла. Осталось сделать только приготовить начинку. Начинка у нас будет из яблочек. Вот джем вишневый. Он как повидло. Очень хорошо подойдет для начинки. Также творожок. Огурчики идут для начинки на огурчики по-тираспольски. И также для фаршировки рис, грибочки, сыр, масло сливочное. Для пиццы у нас идет колбаска с солями. Дрожжи, будем делать дрожжевое тесто на свежих дрожжах. Картошечка, мука, лук, помидорчики. Вот такой вот перчик. Этот перчик я сама заморозила летом. Вот он уже немножко разморозился. Для фаршировки он уже готов, почищен. Очень удобно. Специи. Итак, начинаем готовить. Берем 50 грамм дрожжей. Нам надо приготовить 2 опары. Одну будем готовить для пиццы. У нас будет 2 пиццы. Здесь получается 25 грамм. И вторую будем готовить для булочек опару. Разделили дрожжи напополам. Также молочком заливаем напополам. Вот здесь 250 миллилитров молочка. Льем половинку сюда и половинку сюда. Молочко тепленькое. Где-то 30-35 градусов тепленькое молочко. Добавляем сюда по чайной ложечке сахара. Размешиваем. Дрожжи стараемся размягчить. И должны раствориться. И добавляем сюда немножечко муки. Где-то столовую ложку. Размешиваем. Добавляем муки. Это живые дрожжи. Убираем их на 10-15 минут в сторону, чтобы опара подошла. Высыпаем пол-килограмма муки. Это мы готовим пиццу, тесто для пиццы дрожжевое. Выливаем туда опару, размешиваем. Добавляем соли, пару щепоток, 200 миллилитров воды, 2 столовые ложки кукурузной муки. Мука пшеничная и кукурузная должны быть просеяны. Кукурузную муку добавляем для вкуса и для аромата. Тесто приобретает такой желтый красивый оттенок. И не забываем добавить 2 столовых ложки оливкового масла. Продолжаем добавлять муку немножко еще. Мешаем. Все. Тесто уже достаточной густоты. Выкладываем тесто. Здесь я вымешиваю тесто. Так, наше тесто готово. Разрезаем на 2 части. Вот у нас 2 пиццы. Сворачиваем в такие вот круглые шарики и оставляем его подходить. При комнатной температуре укрываем салфеточкой, пусть она подходит. Итак, начинаем готовить нашу пиццу. Тесто подошло, теперь будем готовить соус для пиццы. Берем столовую ложку, где-то 1,5 кетчупа. Туда столько же майонеза. Это быстрый соус для пиццы, я его называю. Размешиваем это все. Еще в соус добавляем орегано. Размешиваем. Нарезаем солями для пиццы нашей. Нарезаем перчик. Тоненько тоже. И маслинки нарезаем кружочками. Раскатываем тесто. Стараемся, чтобы оно было круглое. Вот такие досточки я приготовила для пиццы, для заморозки. Это обычный картон, обмотанный лентой. Выкладываем наше тесто для пиццы сразу на нашу досточку. Выливаем половину соуса на наш корж. Смазываем его. Выкладываем нашу колбаску. И перчик выкладываем.
и маслинки нарезанные. Посыпаем сыром. Вот такая пицца красивая у нас получается. Все, ставим ее замораживать в открытом виде, а потом покроем пленкой, как она замерзнет. Делаем во второй пицце вот такой вот сырный бортик, что мне захотелось сделать пиццу с сырным бортиком, как сейчас это модно в пиццериях. Попробуем. У меня был сливочный сыр, вкусный сыр. Я его даже добавляю в суши. Итак, закручиваем этот бортик. Пицца по диаметру получается меньше, но вкуснее, я думаю. Будем пробовать потом. При нагревании оно может опять назад развернуться, поэтому прижимаем. Все, убираем на заморозку. 2 пиццы готовы. Дальше продолжаем готовить тесто для булочек. Так, тесто на наши булочки подошло. Такой у нас будет прямоугольник для рулета. Раскатываем его в прямоугольник. Раскатываем потоньше. Вот такой вот прямоугольный лист у нас получился для наших булочек. Смазываем этот лист сливочным маслом, которое находилось при комнатной температуре пару часов. Оно уже растаяло, такое мягкое. 50 грамм сахара размешиваем с чайной ложки корицы. И посыпаем наши булочки вот такой вот начиночкой. Еще немножко можно натереть шоколада. У меня был молочный шоколад, булочки были еще шоколадом. Натираем шоколад. Итак, скатываем наш рулетик. Начинка получилась у нас: шоколад, корица, сахар, сливочное масло. Рулетик мы скатали. И выкладываем такие вот розочки. Замораживаем. Потом, когда будем булочки выпекать, мы смажем их яичком. Или можно смазать подсолнечным маслом. Булочки можно еще немножко оставить в тепле. Постоять минут 15-20, чтобы они подошли, и потом замораживать. Можно сразу заморозить, потому что в духовке они все равно будут подходить. Следующее наше блюдо для заморозки — это ленивые варенички. 400 грамм творога добавляем 2 яйца, столовую ложку сахара, добавляем щепотку соли, немножко ванилина для вкуса, 4 столовых ложки муки. Остальную муку уже будем добавлять, когда будем вымешивать тесто. Творог должен быть сухой, не жидкий. Такое же тесто получается. Если будет чуть жидковатое, добавьте еще муки. Все зависит от консистенции вашего творога. Вымешиваем немножко теста. Добавляем муки уже на досточке. Посыпаем. Сильно крупные варенички мы не будем нарезать, чтобы они проварились. Такими вот ромбиками нарезаем. Раньше, еще в советское время, это блюдо было очень распространено. Мы с бабушкой все время его готовили. На мой взгляд, это очень удачное блюдо для заморозки. Каждый кусочек еще тоже можно так вот обвалять, чтобы края не были влажными. Вот такие вот 2 тарелочки получились: 400 грамм творога. Убираем их замораживаться. Как они замерзнут, потом сложим в пакетик. 3 яблочка нарезаем кубиками. Высыпаем в казаночек. 3 столовых ложки сахара. Размешиваем с сахарочком все это. И ложим туда кусочек сливочного масла. Все, и это все ставим на огонь. И тушим поджарочку для наших блинчиков. Итак, начинка для блинчиков готова. Яблочки в сахаре со сливочным маслом тушились где-то 15 минут. Сейчас они уже готовы. Ставим их на балкон в прохладное место. Они охлаждаются, еще больше загустеют. И будем начинять наши блинчики. Итак, начиняем наши блинчики для заморозки. Половину начиняем вишневым джемом. Джем этот очень вкусный, густой. Похоже даже на повидло больше по консистенции. Для начинки очень хороший вариант. А поджаристой стороной блинчики начиняем начинкой внутри, чтобы снаружи была светлая сторона блинчиков, потому что мы еще будем их обжаривать на сковородке. И вторая половина блинчиков будет с яблочком. Очень удачная, на мой взгляд, начинка с яблочек. Она не растекается, достаточно твердая. При жарке она не будет вытекать.
Итак, блинчики с яблочком и с вишневым джемом готовы. Отправляем их в морозилку. Как только они замерзнут, покроем пленочкой. Следующее блюдо для заморозки. Будем готовить огурчики по-тираспольски. В классическом рецепте его готовят из свинины. Делают свиные отбивные. Мы будем формировать биточки из куриного филе. Итак, разделываем грудинку куриную. Убираем пленочки. Формируем вот такие вот кусочки. Косточки убираем. И нарезаем наше филе такими вот кусочками, как для биточков куриных, которые потом будем отбивать. Посыпаем солью и перчиком. Также посыпаем копченой паприкой. Откладываем в сторону эти биточки. Складываем их на тарелочку. Итак, для наших огурчиков по-тираспольски нарезаем сыр полосочками, огурчики соленые и морковочку вареную. Отвариваем морковочку, вот такими длинными полосочками нарезаем. Можно добавить зелень в каждую колбаску. И фаршируем наши биточки. Они так полежали минут 15, уже замариновались. Ложим огурчик. Ложим сыр, ложим морковку, можно зелень и заворачиваем рулетиком. Готовить мы будем на сковороде. Эти колбаски, огурчики обваливаются в панировке. Сначала в муке, потом в яйце. Как мы жарим биточки, так и эти огурчики. Мука, яйцо. Обжариваются на сковородке. Потом можете потушить их, положить на 20 минут в духовочку поставить или потушить под крышкой. Можно просто жареные кушать. Они хорошо прожариваются, если на медленном огне они успевают прожариваться. Вот такие вот огурчики у нас получились. Отправляем их на заморозку. Потом, когда они уже замерзнут, покроем пленкой. Режем мясо на кусочки для фарша. Говядину я взяла без пленочек. На метитее всегда берется отборная говядина, и она легче крутится в блендере, в комбайне, кухонном. Мяско в комбайн и чесночка. Чесночка где-то головку, здесь где-то 7-8 зубочков. Итак, продолжаем готовить наш фарш на метитее. Здесь у нас 600 грамм говядины и где-то 400 грамм свининки с жирком перемолотой. Добавляем сюда молочка 200 миллилитров. Можно минеральной воды. У нас на канале есть рецепт с минеральной водичкой. Метитеи должны быть сочные. Также добавляем 2 чайные ложечки аджики грузинской для вкуса. Соли чайную ложку или большую щепотку соли. Чайную ложку соды. И добавляем столовую ложку крахмала. И добавляем черный перчик. Добавляем паприку. И размешиваем. Эти метитеи мы будем готовить в духовке. Если хотите, их можно потушить в казане. И не забываем этот фарш отбить. И даем ему настояться. Минут 15-20 настояться. Убираем в сторону. Итак, мы покрутили фарш и разделили его на 2 части. Фарш для метитеев килограмм. И килограмм фарша для фаршировки перцем и пельменей. Итак, начинаем формировать наши метитеи. Можно при помощи специальной насадки на мясорубку, но я делаю руками. Руки в масле хорошо. Метитеи такие гладенькие получаются, длинненькие колбаски. Сразу выкладываем их в форму для заморозки на расстоянии друг от друга. Все, наши метитеи готовы. Заворачиваем их пленкой пищевой и убираем в морозилку, замораживаем. Итак, нарезаем лучок
на поджарку для перчиков, для фаршировки. Берем 3 луковочки. Также натираем морковочку. Морковку уже натерли. И нарезаем помидорки. Тоже для фаршировки, для поджарочки. Помидоры мы добавляем в конце, когда лук уже с морковкой обжарится. Обжариваем лук с морковочкой. Мешаем, чтобы лучок не пригорел. В конце уже, когда лук с морковкой обжарились, добавляем помидоры. Все это будем добавлять в фарш. Выкладываем поджарку нашу в фарш. Теперь это все солим. Добавляем черного перчика. И добавляем приправу для мяса. Фарш у нас будет концентрированный на вкус, потому что он пойдет и на пельмени, и на фаршировку. Для начинки всегда такой фарш идет более концентрированный. Один раз покушать пельмешки буду. Где-то грамм 700 пельменей получится. И выкладываем рис уже отваренный. Рис мы варили 10 минут. Долго его варить не надо, потому что он будет вариться еще в перцах. И все это размешиваем теперь. Начиняем перец фаршем и выкладываем на досточку. Так на досточке и будем сначала замораживать. Когда перчики уже заморозятся, сложим их уже в другую емкость пластиковую. Такие перцы размороженные после заморозки входит больше фарша, чем в свежий перец, потому что перец сам по себе теряет влагу, поэтому больше фарша входит. Вот такие перчики у нас получились. Прямо на досточке убираем в морозилку. Когда они замерзнут, уже разложим в емкость, выложим. Вот остался фарш для перцев, рис с мясом. Ложим сюда одно яичко, размешиваем это все с яичком и формируем рисовые зразы. Это будет еще одно блюдо. Зразы формируем, ложим на досточку, замораживаем по отдельности, а потом, когда они будут уже твердые, выкладываем тоже в пластиковую форму вместе с перцами. Вот такие вот получились рисовые ежики или рисовые зразы. Я их разложила на досточке и отправляю в заморозку. Когда они будут твердые, выложим их в пластмассовую форму. Вот такой вот раскатанный лист получился для пельменей. Вырезаем. Я буду вырезать стаканчиком. Накладываем фарш и лепим пельмени. Сейчас позову сына на помощь. Будем лепить вместе. Вот такие пельменьки домашние у нас получаются. Тесто нежное, не жесткое получилось. Пельменьки такие достаточно крупные. Настоящие домашние пельмени. Сюда вложили. Пельмени эти хорошо лепить с помощниками. Зовите всех домашних, чтобы лепили вместе. И сейчас прямо на досточке будем их замораживать. Когда они замерзнут, уже положим в пакетики. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы узнать о новых рецептах. Во второй части нашего видео я покажу, как я готовлю эти блюда после разморозки в течение недели.